Всем привет, меня зовут Арина, я художница Рицарди. Сегодня я позвала свою подругу Алену, чтобы вместе окунуться в прошлое во времена художественной школы и поностальгировать. Сегодня я задам Арине пару вопросов, которые я успела записать, и сама на них отвечу. Часть вопросов Арина уже слышала, но она не знает, какие все-таки я подбрала. Для меня художественная школа — это один из самых важных этапов жизни. Я вообще не могу представить свою личность без этого места. И поэтому мы вспомним вообще это легендарное время и посмотрим наши старые работы, поговорим о самых таких интересных моментах, которые с нами приключались. В художественной школе мы учились основные 5 классов. И еще до этого ходили, наверное, это правильно назвать, художественной студией для детей. До этого была студия, а потом год подготовишек. Точно. А всего у нас классов 5? 5 классов, но суммарно лет 10. Начнем с самого простого. Твой любимый предмет? У нас были. Из предметов у нас был рисунок, цветоведение, композиция, живопись. История искусства, да. У нас не было скульптуры. Моим любимым предметом, наверное, все-таки была композиция, потому что она давала возможность реализовать свои творческие задумки, потому что рисунок, живопись — это больше, конечно, про выполнение каких-то заданий учебных, чтобы натренировать руку. Но вот композиция, там уже можно было на самом деле разгуляться. И часто мы делали работы на разные конкурсы и как раз-таки могли придумать там что-то свое, необычное. Конечно, все равно были определенные рамки, не без этого, но относительно других предметов, мне кажется, композиция была самой такой свободной для креатива. Я в целом сказала бы, что я всегда склонялась как-то больше к графике, хотя сейчас понимаю, что живопись тоже надо освоить. У нас была классная руководительница по совместительству, у которой я была правая рука. Да, я вообще-то старостой класса была, извиняюсь. Да, мне кажется, в какой-то момент... Но это не точно. У вас кто был старостой? Я? Самое главное, я просто находилась, видимо, в таком необычном положении. Ты была передвижником. Ходила одновременно и с первой, и со второй группой, просто по расписанию у меня так вот, в общем, получалось. И поэтому я знала всех, и я со всеми общалась. Я была официально в группе, где была Алена, но больше, как будто бы по времени, я находилась в первой подгруппе, и там как раз-таки у меня было больше моих подружек. Зачем я вспоминаю эту преподавательницу? Она охарактеризовала мое творчество. Я не взяла вопрос про смешные и не смешные фразы педагогов, но Анна Юрьевна, мы же можем называть? Наверное. В общем, Анна Юрьевна охарактеризовала мое творчество. Акварель у меня всегда была мыло, гуашь белила. Анна Юрьевна всегда говорила, что я график. Не знаю, был ли это комплимент, когда я подходила к ней с живописью. Ну все же. Когда я выложила предыдущее видео про влог из Дубая, где я добавила акварельные этюды, Алена написала, что ей захотелось писать акварелью. Кстати, мне кажется, акварель — это очень сложный вообще материал. Насчет любимого материала, как раз-таки, как мы стали говорить про акварель, как будто бы мы с ним больше всего мучились, гораздо больше, чем с гуашью, потому что, с гуашью там можно уже и 100-й слой сделать, когда уже ты добавляешь 100-й слой, и там начинает краска отколупываться. Было. Это как раз про перфекционизм, когда тебе что-то не нравится, ты переделаешь, потом уже от работы ничего не остается. Вот, но с акварелью так не работает. Ты должен сразу хорошо, в общем-то, сделать все. Но при этом в акварели, я не знаю, есть какая-то своя притягательность.
почему я сейчас, например, вернулась. Ну, я пока использую черную только акварель, и как раз-таки, если мы говорим про, там, не знаю, приверженность больше к живописной форме изображения или графичной, ну, я тоже график, и у меня и акварель графичная, хотя, кстати, об этом спорят, куда относить акварель к живописи или графике. Смотри, Вот. как пишешь. Да, я считаю, что очень по-разному можно использовать акварель. Вот. И у акварели есть какой-то свой шарм, когда ты пишешь по-сырому. Это, мне кажется, очень сложная техника, именно потому что у тебя нет возможности сделать какие-то наметки, какие-то там, в общем, себе шпаргалки, как-то себе помочь. Ты вот в моменте создаешь работу, но мне кажется, когда ты пишешь по-сырому, больше всего появляется вот этого коннекта художника и, собственно, произведения. И я как раз-таки это максимально ощутила, когда создавала акварельные этюды, посвященные Арабским Эмиратам, которые вы можете посмотреть, получается, вот в этом видео, с этой стороны будет. Да. Вот. Какие у тебя материалы любимые? Какое твое отношение вообще? Твое предположение, какой ответ будет? Ну, черная ручка гелевая, да, я знаю. Это на самом деле так удивительно. Я не знаю, как-то взяла и сразу же влюбилась. Это была любовь с первого взгляда, когда мы впервые на рисунке нам сказали, что мы будем рисовать черной ручкой. Я быстрее всех закончила работу, даже не знаю почему. Наверное, прикол черной ручки в том, что у тебя нет права на ошибку, и ты даже не думаешь что ты можешь взять ластик и что-то стереть. И то есть, поскольку этого варианта просто нет, даже не думаешь об этом. Мне тоже нравятся как раз-таки такие графичные материалы, но мне нравятся именно маркеры, да, или линеры. Угу. И я очень много пленерных работ создавала ими, заказала там с Алиэкспресса за абсолютные копейки. И, как обычно это бывает, потрясающие, их очень хорошие материалы. Самое сложное в рисовании? Ну, это, мне кажется, мы Почему? Можем на 2 часа снимать. Почему? Для меня самое сложное, больше всего я ненавидела, это начинать, намечать, чертить. Вот, наверное, особенно в рисунке. Может быть, в живописи это было всегда побыстрее. Я обожаю графику, я обожаю штриховать, но строить. Мне кажется, что есть вот этот этап при создании работы, который ты должен, как сказать, перешагнуть. Есть, в общем, это предубеждение, что у тебя сразу должно получаться красиво. Ну, то есть я понимаю, что иногда работа идет сразу так, что один элемент уже очень красиво получается, другой. Но если мы говорим про живопись, часто это какие-то несуразные, вообще не особо хорошо смотрящиеся вещи, которые ты потом в конце собираешь, и получается вау-эффект. И вот самое сложное, как мне кажется, вот через этот этап пройти, когда ты смотришь, тебе не нравится, что у тебя изображено на холсте, но ты должен сам себе говорить, что это просто вот один из этапов. То есть это именно черновой вариант, который необходим для того, чтобы потом итоговая работа выглядела законченной. Потому что часто хочется уходить в детали. Если, например, ты написал яблоко, у тебя стало чуть-чуть что-то получаться, и ты как уходишь в детализацию этого яблока, забывая про всю работу. Потому что вся работа — это просто у тебя там пятна пока что. То есть вот мне кажется, что самое сложное, наверное, в рисовании тогда это терпение. Хоть ты зевать! Да я не могу, честно. О, да, давай так вот. У тебя есть страх белого листа? Мне кажется, что страх белого листа есть тогда, когда у тебя какая-то четкая цель сесть и создать очень крутую работу. То есть, а когда ты, например, не знаю, смотришь сериал на фоне, или тебя ничего не тревожит, ты взял вообще любой листочек, что-то там наметил, и это получилось настолько живо, настолько хорошо,
что ты понимаешь, это можно вот отдельно взять и прям использовать как, ну, готовую работу, как-то оформить. Когда, конечно, ты вот прям реально целенаправленно садишься, так вот красивенько листочек положил, рядом ручка, такой настроился, в этом случае никогда ничего не получится. Это, я не знаю, это реально закон подлости. У меня есть вопрос, к которому уже готов ответ. Я первый отвечу. Какой был самый запоминающийся урок или задание? У меня, кстати, 2 ответа. У меня 2 ответа, 3 ответа. На самом деле, все занятия интересны, особенно когда если занятия, если я сижу на занятиях, это всегда отдельный вайб. Потому что я очень часто, особенно перед Новым годом, я могла петь рождественские песни, и никто мне не мог это запретить, и все сидели, слушали, как я пою. Нам надо как-то... Спойлер, я не умею петь, но самое главное — душа. Самое главное — душа как исходит. Ой, я вспомнила момент из художки, это очень смешно. Я сидела, значит, на парте в наушниках и слушала песню. Мне как раз очень комфортно, слушать. А это была песня Саши Спилберг. Там прям, такая мощная. Я напишу здесь название. И я как-то... я не знала, что через мои наушники прям сильно слышно. И эта музыка играла на весь кабинет, и я потом снимаю наушники, когда мне девочка говорит, типа, Арин, это было так неловко. Второе воспоминание, второе интересное занятие. Это просто когда мы рисовали арбуз. Я не могу сказать, что мы его как-то классно написали, но просто это было прикольно. Отдельное воспоминание — это когда я была на телевидении. Как я. Оно было у нас. Однажды мы пришли в субботу. По субботам мы не учимся. Мы пришли дописывать напольный натюрморт, и нам внезапно сказали, что видят телевидение, и им нужно снять репортаж про какие-то картины, и мы там, очень-очень как раз-таки кстати. И меня и еще одну девочку выбрали как кого? Как представителей художественного класса. И сейчас Арина вставит вот здесь, вот здесь частичку. Черты реализма, мы, получается, с натуры работу и делаем, и вот отражаем все, как выглядит, все тени передаем, все детали. Вот, например, я пыталась передать техникой сухой кисти, как выглядит дерево, текстуру дерева. Я дорабатываю детали, чтобы видно было, что это не просто картина, что вот там реально вот так ткань вот и висит, что тень видна, что это тыква, что она натуральная, что она настоящая. И мое любимое, как раз-таки то, про что я хотела рассказать сначала, как у меня появился мой творческий стиль. У нас был пленэр, мы были у музея дома Верещагина. Я села рисовать беседку, и, конечно же, я, как истинный профессионал, не проверила свою папку перед тем, как я ее взяла с собой. Значит, я планировала уже на тот момент своей любимой черной ручкой рисовать на пастельной бумаге, и когда я открыла альбом с пастельной бумагой, к моему удивлению, там была только темная бумага. И я, темная так темная. Я помню, я сидела это был черный, темно-темно-серый лист, еще свет сверху падает, А надо перед этим наметить. И, серый карандаш на сером листе, там надо под определенным было углом увидеть это. Я помню, Анна Юрьевна ходила и такая, удачи. А в итоге-то, я была умнее. Я решила, что если я к черной ручке добавлю белый карандаш и белым карандашом буду делать места, где падает солнце, блики, все что угодно. Это твоя какая-то комфортная зона, что вот эти твои материалы, это такой твой стартер-пак, то, что это нервная бумага, черная ручка, белый карандаш. Вот здесь еще одна работа будет. И еще одна. Скорее всего, их 3 на моей памяти. Это, наверное, вопрос про какой-то творческий стиль. А можно я отвечу? Ты скажешь, правда или неправда? Ага, давай. Серый, красный и черный. Это, ты пытаешься мои любимые цвета угадать? Это какая-то твоя определенная фишка. У тебя буквально вся композиция была в этих цветах. Да. Говорю же, профессионал. Действительно, серый, красный, черный, да? Ты сказала? Да. Я думала насчет белого, я не помню. Белый тоже был. Это действительно как-то вот так получилось, что даже какие-то учебные задания, где просто надо было, не знаю, орнамент сделать или что-то такое достаточно простое,
там всегда была вот эта цветовая гамма. То есть и сейчас, если на самом деле вот зайти в телеграм-канал мой и посмотреть, так пролистать работы, можно заметить, да, цветовая гамма сохранилась та же, и как-то вот действительно я чувствую, что это прям мое. Вот здесь на моем лице это было. Это вообще очень классное ощущение, что то, что ты делаешь, как-то, не знаю, на внутреннем уровне с тобой связано. Именно поэтому очень важно перепробовать как можно больше материалов, текстур и так далее. Потому что когда вы рисуете, и у вас такое нейтральное отношение, должен обязательно произойти матч между вами и тем, что вы рисуете, и чем вы рисуете. У меня были определенные вещи, которые в художественной школе иногда на полочке собираются веками стоящие железные банки для воды. Угу. Ты там брала банку Да, себе. да. А я сделала себе свою личную банку, всегда с ней ходила. Ты помнишь, у меня был зеленый квадратный стакан. У меня была... Из бутылки? Да. Я очень любила пить алоэ вера напиток. Я отрезала себе часть бутылки, с помощью утюга запаяла края, и я ходила с этим стаканом всегда. А еще у меня, наверное, еще с подготовишек была тряпочка из простыни, я не знаю, там раньше были снегири нарисованы. Вот, и, лет 6, получается, я ей пользовалась. Иногда мыла. Алена, как вы поняли, very loyal, да. Details. It's all about details. Да. И, к слову, про Аленина творчество. Алена не только рисует, Алена еще вот, посмотрите. Видно? По поводу loyal. Да. Это и вот этому как раз-таки рисунку я уже не знаю, сколько лет. 5 лет. Я его помню еще из художки. Это обычный стикер. Я готовилась к ЕГЭ по профильной математике. И здесь дискриминант. Вот. Здесь что-то формулки, что-то и внезапно. Потому что когда ты готовишься к чему-то важному, сложному, вот как я сейчас пишу диплом, вот так вот я пишу диплом, да? Вот я пишу диплом, вяжу все что угодно. Вот. И тогда я решила, значит, это выделитель, корректор, все. Это я смотрела в зеркало и рисовала свой глаз. Это единственный раз, когда у меня получился глаз. Я очень этим горда и до сих пор. Я, кстати, к слову того, что не любила художки, я ненавидела рисовать людей. Заброшенное здание, дерево, церковь, усадьба — это мое. Мне, кстати, наоборот, меня очень тянет к тому, чтобы рисовать людей. Здание, это все... Не, тут я тоже согласна. Я люблю вообще очень ходить на пленэр. В целом я комфортно себя чувствую, когда рисую то, что меня окружает. Но вот просто человек — это вот что-то такое, не знаю. У нас не было, на самом деле, времени для того, чтобы обучиться тому, как рисовать человека. У нас было очень мало занятий на последнем году обучения. И фактически это совсем не те, конечно, навыки, которые можно было бы получить. Давай мы еще вспомним, что мы полгода жили в ковиде и работали Точно. дома. Ой, это отдельный пункт, типа ковид. Домашние натюрморты. Значит, я не знаю, с чего у тебя был натюрморт. Одно из заданий по рисунку, которое нам надо было сдать, это натюрморт построения без штриховки. По-моему, 3-килограммовый мешок порошка, тазик. Возможно, что-то еще. У тебя такая ремонтная эстетика, потому что у меня была такая штучка, швот, которым как бы, ты стены выравниваешь им. Вот. Шпатель. По-моему, комнату надо было автопортрет еще. был. Ой, автопортрет. Комната, я, кстати, даже не знаю, где она. У меня есть это. Мне кажется, подумала. Для меня это стало каким-то удивительным местом, потому что я общалась абсолютно со всеми. У меня даже в обычной школе такого не было. Я общалась абсолютно со всеми, мне было комфортно абсолютно со всеми. Были свои компашки людей, но я понимала, что такой человек, который видит со всеми. Потусюсь, покручусь. Вот. Но был единственный человек, который бесил меня больше всего. Буквально. Я не буду показывать пальцем. 2. Что у нас было? Прям бесила? Бесила. Ты не помнишь? Мне кажется, я тебя тоже бесила. Это было взаимно, я считаю. Нет. Нет, ты меня любила? Ты хочешь сказать, что ты ко мне нормально в художественной школе относилась? У меня не было негатива.
Это, мне кажется, это же вообще мне нравится так с людьми общаться, там на легком приколе, подкалывании. На легком приколе? Это же прикольно, да. Просто про то, как может поменяться Ваша мир. жизнь полностью, Да. Вот теперь это человек на сережке. Да. Если что, мы с Ириной каждый мой год ходим, на каждый мой день рождения мы ходим в новые хинкальные и потом фотографируемся в фотобудке. Я не могу сказать, что я была какая-то конфликтная, хотя уже пока что все, что я рассказываю, это звучит так, но нет. Я вообще была мамой группы, я все организовывала. Когда был ковид, я расписание делала, с преподавателями связывалась, всем все напоминала. Что еще? Песни на Рождество пела. Пропуски всем в художественную школу подписывала. А что за пропуск? Которые никто никогда не пользовался. Были картоночки, нам надо было подписывать. Я всем подписывала пропуски. Потом в какой-то момент в художественной школе не было дневников, у нас были маленькие бумажки. Их тоже я подписывала. Найти. Блин, это вообще, это легенда. С оценочками были маленькие книжечки, бумажечки буквально. Я тоже это все подписывала. Я вообще была серьезным человеком. Не по своей личности. Ты личности. общалась на таких на подколах? На легких. Но в основном, мне кажется, с тобой. Меня много раз в жизни спрашивали родители чьих-то детей, стоит ли отправлять своего ребенка в художественную школу. Это однозначно вечно подумать, серьезно подумать. Потому что это в первую очередь школа наравне с обычной. Там также надо делать работы, получать оценки, сидеть дополнительно, сидеть в художке, сидеть дома, в школе обычной делать эти работы. Да, и когда мы говорим сидеть дополнительно, например, сколько у нас длилось занятия? 2 или 3 часа? Обычно занятия могли уже в старших классах 4 часа длиться. Вот обычно, да, но 4, сейчас мы часа. задерживались и сидели просто там до 8 до 9 вечера, когда мы чуть ли уже не в 10 выходили. Да. Художка во многом плане поспособствовала моему строению личности, потому что если не художка, именно вот это out of box thinking, творческое мышление не обязательно связано именно с творческим воплощением, а именно если надо сделать какую-то задачу. Кстати, вот про то, что ты говоришь, про какое-то творчество, очень многие на самом деле прям негативно относятся к художественной школе, говорят о том, что там вообще нет возможности как-то себя креативно проявлять. Постоянно были такие разговоры вот в наших группах. Что художка убивает личность. Да, то есть то, что вот, почему мы должны эти натюрморты рисовать какие-то скучные, где просто какой-то кувшин и яблоко. Зачем нам это? Мы хотим быть гениальными художниками со своим собственным стилем. Кажется, что мы обе на самом деле никогда не жалели о том, что мы учились в художественной школе. Никогда. То есть и у меня даже мысли не возникало. Только один раз, когда я там просто ссорилась с мамой, и я один раз сказала, да я вообще брошу эту художественную школу. Но я прекрасно понимала, что я не смогу никогда. То есть это настолько важное для меня место. И даже вот эти вот какие-то натюрморты, которые мы писали там до ночи по 1000 раз, вот не было все равно какой-то, не знаю, идеи в голове, что да это глупость какая-то, потому что любой какой-то творческий путь, он все равно состоит из определенных этапов, на которых иногда бывает трудно, потому что в этом смысл. Вы не можете... Я всегда привожу в пример Пикассо, который перед тем, как прийти к этому, просто, не знаю, самому, наверное, узнаваемому среди художников стилю, он рисовал в академизме. И поэтому, да, вам нужно написать эти натюрморты, да, вам нужно построить 1000 этих кувшинов, яблок и так далее, просто потому что это база. Это и про общение, это про какую-то коммуникацию, про совершенно разных людей, потому что когда вы создавали работу, вы все равно между друг другом это обсуждаете. То есть это правда комьюнити. И я вообще не могу представить свою жизнь без художественной школы. Я очень трепетно отношусь к этому периоду своей жизни, но при этом я понимаю прекрасно, что это не для всех, потому что я видела людей, которых или заставили родители туда прийти, или они пришли и немножко другое ожидали. Просто мне кажется, что должно быть какое-то понимание в голове, что то, что вы сейчас делаете эти задания, это действительно важно, потому что
это не существует просто так, просто из-за того, что какой-то преподаватель захотел дать вам вот этот натюрморт. Это все выстроенная в течение долгих лет система обучения. И какой бы, не знаю, консервативной она бы вам не казалась, невозможно без этой консервативной части, без этой традиции потом как-то себя реализовать. Вот. Я бы так сказала. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы тоже ходили в художественную школу, поделитесь своими воспоминаниями. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Ставьте лайки,